Акватика представляет собой новую карту в игре Ark Survival Evolved. Она представляет собой уникальное пространство, включающее целый океанический мир с разнообразными биологическими формами и экосистемами. Природа этого места разнообразна и насыщена, включая глубокие океанические впадины, рассольные районы дна океана, затонувшие города, оставленные предыдущей цивилизацией, а также острова с тропическими лесами и активный вулкан с лавовыми реками, протекающими до самых низин. В рамках этой карты предусмотрена отдельная сюжетная линия, в которой участвуют два ключевых персонажа – доктор Ингрид Вайлс Филд и Като. Прежде чем перейти к подробному описанию их приключений, необходимо рассмотреть предысторию этого места и предоставить краткую информацию о самих героях. Предыстория событий этого мира начинается задолго до основных этапов развития. Акватика представляет собой космический ковчег, запущенный с Земли. В результате Великой войны элемента между двумя сверхдержавами на Земле возник хаос. Для предотвращения полного уничтожения планеты стороны объединились и предприняли все возможные меры для сохранения уцелевших элементов земной экосистемы. Ковчеги были разработаны как автономная экосистема, предназначенная для поддержания жизни животных и людей. Эти космические станции были оснащены собственной флорой и фауной и не предназначались для межзвездных перелетов. Их задачей было оставаться на орбите Земли. Давайте обратим внимание на то, что в человеческом мозге существует феномен, известный как энграммные матрицы. Эта концепция может служить основой для проекта Ковчег, связанного с клонированием человека. Энграммные матрицы обладают способностью сохранить память человека, который уже прожил жизнь, исчисляемую сотнями или даже тысячами лет. Представьте себе, что из могилы можно извлечь останки человека, жившего в XIV веке, и провести анализ его тканей. Затем, используя энграммную матрицу, воссоздать его личность и перенести ее в новые клетки. Таким образом, можно клонировать этого человека, получив точную его копию из прошлого, сохранившую его память и сознание. Те, кто окажется на ковчегах, пройдут испытания на этих станциях, чтобы впоследствии вернуться на Землю и заново заселить ее. Кроме того, две сверхдержавы не только разработали метод возвращения людей из прошлого, но и научились возвращать к жизни вымершие виды, такие как динозавры или те, кто исчез под воздействием антропогенных факторов, ну и всех прочих представителей фауны. Однако в их программе была интегрирована возможность спуска на поверхность планеты в случае значительного снижения уровня загрязнения на Земле. Эта функция была предусмотрена с целью инициирования процесса восстановления земной экосистемы и обеспечения начала новой фазы жизни на планете. Но это уже другая история. Возвращаясь к анализу акватики, следует отметить, что он представляет собой искусственную экосистему, имитирующую океаническую среду. В этой среде выжившие представители человечества их различных исторических эпох объединились и создали свою уникальную цивилизацию и назвали себя талассийцами. Талассийцы обладали передовыми технологиями, основанными на использовании элемента. Они разработали технологию создания портала, ведущего к источнику этого элемента. Предполагается, что данный портал мог бы вести на Землю, однако это остается гипотезой. После активации портала в системе акватики произошел масштабный сбой, который мог привести к эвакуации талассийцев за пределы ковчега или к их гибели в результате масштабных катастроф. Причины этого события могли быть связаны не только с активацией портала, но и с внутренними процессами, происходящими в ходе существования цивилизации талассийцев. Система управления ковчегов была настроена на предотвращение чрезмерного самоутверждения выживших и ограничение их возможности к достижению успехов. Эта система проявляла жестокость по отношению к тем, кто стремился к улучшению своего положения и обеспечению достойной жизни на ковчеге. После многолетнего периода, исчисляемого десятками, а то и сотнями лет, на борту ковчега пробуждаются два значимых персонажа – Като и доктор Ингрид Вайлс Филд. Като был обычным жителем Земли, который пережил эпоху войны элемента и ее последствия. В период, когда Объединенная Республика Земли и Земная Федерация предприняли совместные усилия для реализации проекта Ковчег, а также для разработки проекта Генезис, предполагающего создание колониального корабля, Като был приглашен на борт. Однако он предпочел остаться на умирающей Земле с целью борьбы за выживание, где и погиб. Доктор Ингрид Вайлс Филд – выдающийся специалист в области ядерной физики. Она отличалась высоким уровнем интеллекта и внимательностью к деталям, что делало ее выдающимся профессионалом в своей сфере.
Трагически она скончалась на Земле в результате взрыва, причина которого не была полностью выяснена. Возможные причины могли включать аварию на ядерном объекте или неудачный эксперимент, вышедший из-под контроля в процессе ее исследований. После пробуждения на борту Ковчега, Като сразу ощутил, что окружающая его атмосфера значительно отличается от земной. Осознав свою судьбу и неизбежность, он все же не позволил себе впадать в панику. Его решимость и боевой дух подталкивали его к борьбе за выживание любой ценой. В процессе исследования теории Ковчега Като обнаружил следы существования предыдущей цивилизации. Эти находки пробудили в нем воспоминания о Земле, где, как он понимал, все было уже обречено. Осознавая важность адаптации к новым условиям, Като начинал изучать обитателей Ковчега, их поведение и социальные структуры. Он также поступил к одомашниванию местной фауны, что позволило ему расширить свои знания о биологическом разнообразии данного региона. Понимая, что ресурсы суши ограничены, Като принял решение исследовать просторы океана. Это решение было обусловлено необходимостью обеспечения долгосрочного выживания и устойчивого развития в условиях изоляции. В ходе исследовательской деятельности Като на Ковчеге была обнаружена Вайлс Филд, которая осознала факт своей биологической кончины. Тем не менее, она приступила к изучению флоры и фауны данного объекта, что являлось ее основной задачей. В процессе исследования она выявила признаки существования предшествующей цивилизации на Ковчеге. Для обеспечения безопасности при погружении в подводные слои она использовала специализированные биологические организмы, способные генерировать кислород на длительный период. В результате дальнейших изысканий Вайлсфилд удалось узнать название данной цивилизации – Таласис. Ее исследования не были завершены, и она продолжила погружение на большую глубину. В ходе одного из таких погружений был обнаружен фрагмент элемента. Вайлсфилд установила контакт с этим объектом для проведения детального анализа его характеристик и происхождения. В ходе своих экспедиций исследователь Като уже несколько дней наблюдал за лагерем, в котором он заметил женщину. Он тщательно анализирует ее действия, не сразу приближаясь к ней из осторожности. Като обладает навыками изготовления оружия из подручных материалов, что свидетельствует о его способностях выживания в одиночку на Земле. Он стремится адаптироваться к новым условиям и решает основать подводную базу. В одной из своих бессонных ночей Като подвергается нападению морских существ, но успешно их нейтрализует. Впоследствии он осмеливается встретиться с доктором Вайлс, с которой ранее пересекался на Земле, где ее гениальность была высоко оценена. Като насторожен ее чрезмерной сосредоточенностью на элементе и отсутствием инстинктов выживания. Между доктором Вайлс и Като возникает разногласие по вопросу выживания и науки. Вайс сосредоточена на обеспечении собственной безопасности и выживания, в то время как Като осознает важность групповой поддержки для выживания. Вайс думает о том, как бы дожить до утра с этим человеком. Като осознает, что одиночество на Земле чуть ли не погубило его в один момент. Но группа выживших дала ему шанс. Лучше держаться вместе, а не поодиночке. За столом доктор Вайс проявляет интерес к рассказу Като о событиях на Земле и ковчегах, проявляя осторожность в вопросах, связанных с элементом. Като выражает недовольство по поводу действий доктора Вайлс, связанных с ремонтом сломанных предметов из руин. Доктор Вайс восхищается его физическими способностями и наблюдательностью, отмечая его мастерство и исследование существ ковчега. Герои продолжают исследовать океан и обнаруживают воздушный купол, который позволяет обитателям адаптироваться к жизни под водой, сохраняя потребность в воздухе. Они также находят гигантский генератор энергии, который, как выясняется, является порталом, ведущим в обе стороны. Далее происходит событие с их большой экспедицией, где они наткнулись на вулкан, потоки лавы которого даже под водой не остужаются. Также они обнаружили мертвую зону, где провели свои изучения останков рыб. Като понимает, что Вайс изучает не только это место, но и его самого. Он вспоминает фрагмент того, как она сидела рядом, держа в руках блокнот. В том месте она рисковала жизнью, изучая останки рыб. Но Вайс вывела Като оттуда, продвигаясь еще глубже. Спустившись еще глубже, герои сталкиваются с зараженным элементом существом – большой тридакной. Като испытывает отвращение к этому существу, но доктор Вайлс стремится его изучить. Существо нападает на них, но Като успешно его нейтрализует. Ранее доктор Вайлс смогла отремонтировать таласийское оружие, тек-пистолет и тек-автомат, что вызывает у Като осторожность при его использовании. После убийства Тридакны Като размышляет о своей миссии по борьбе с заражением и о природе планеты, на орбите которой находится ковчег. Спустившись глубже, герои сталкиваются с распространением заражения, которое, по их мнению, исходит от абиссальных существ.
Вайс осталась позади, но Като смог добыть несколько туш таких существ, которые он хотел выбросить на край желоба. Но доктора его остановила. Доктор Вайс изготовила целый исследовательский стол, чтобы изучить этих существ. Да, она мастер на все руки. Пока они основали небольшой лагерь и пережили ночь. На следующий день персонажи собираются силами. Вайс продолжает изучать это место, а Като укрепляет свою команду питомцев. В лагере доктор Вайс проводит эксперименты с мясом абиссальных существ на подопытных, что приводит к нежелательным результатам. Впоследствии доктор Вайс обнаруживает лабораторию таласийцев, содержащую данные о обелисках, ковчегах и вознесениях, что вызывает у нее мысли о спасении отсюда. Она понимает, что обнаруженный ранее генератор является порталом, ведущим в обе стороны. Открытие портала приводит к нарушению системы ковчега. Герой находит эпицентр заражения, который излучает особенный свет. Като размышляет, что для жителей таласийской цивилизации элемент являлся нечто божественным, они видели в нем потенциал. Като как будто теряет надежду на спасение, потому что он понимает, что заражение ему не под силу будет остановить. Этот ковчег как клетка, и он потерян. Като понимает, что оставаться им здесь плохой вариант. Они могут сражаться день за днем, но с каждым новым днем ковчег будет становиться еще менее пригодным для жизни на нем. Он прощается со своими существами, считая, что их дом — это океан и сам ковчег, а они с Вайс всего лишь гости. Вайс все думает о той цивилизации, которая раньше здесь существовала, о том, как они восхищались элементом, дорожили им, что они вообще искали, находясь здесь. Но, возможно, они нашли то, что искали, раз покинули это место. И в конце концов, от всей безнадежности она поддается манящему порталу. Стоя рядом друг с другом, они решают следовать за теми, кто прошел через него, по всей этой длинной цепочке людей, которые должны были рисковать всем, чтобы выжить. Таким образом, история заканчивается. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поделитесь им с друзьями и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать еще больше интересных роликов. А я всем желаю удачи, мира и добра. Всем пока!